Здравствуйте! Сегодня я хочу сделать домашний лаваш. Я уже просеяла муку. Сделаю сюда луночку в серединке. Посыплю немножко соли, добавлю. Я налила кипяченой воды в стакан. Вливаю растительное масло. И также вливаю водичку. Сейчас хорошо замешаю лопаткой. Вода горячая, поэтому нужно осторожно. А когда немножко смешается с мукой водичка, тогда уже можно замешивать рукой. Теперь хорошо вымешиваю тесто рукой. Оно должно быть мягеньким. Больше нормы муки всыпать не нужно. Подбираем все хлопья, которые образовываются, и хорошо вмешиваем в комочек. Собираем всю муку со стенок емкости. Также из рук. К рукам, как видите, уже не липнет. Теперь буду вымешивать все на столе. Месить, вернее. Как бы немножечко растягиваем тесто. Где-то минут 5-7 будем так вымешивать. Собираем так в кружочек. Можно так месить, а можно просто растягивать. Тесто сейчас как бы плотненькое немножко. Но когда постоит, оно будет очень мягкое. Мы будем давать ему отдыхать после того, как замесим хорошо. Я пока прервусь, а потом вам покажу, чтобы не занимать вашего времени. Так я месила тесто где-то в течение 6-7 минут. Поэтому сейчас собираю его уже вот так вот в кружочек. И перекладываю сюда кусочек теста нашего. Накрою пленочкой пищевой. Ну и так ставлю отдыхать где-то на полчасика. Вот я взяла тесто. Оно уже стало вот таким вот мягким, видите? Красивым, податливым. Сейчас я его снова обминаю и разделю потом на кусочки. Муку уже подмешивать не нужно. Прокатываю для того, чтобы был жгутик приблизительно одинаковой толщины. Сейчас разделю его пополам. И каждую часть еще на 3 части. Можно взвесить, а можно и на глаз. Теперь каждый кусочек снова соберу в шарик. Можно прокатать в руках, а можно это сделать на столе. Подкатанные шарики я немножечко накрою также пленочкой, для того, чтобы они немножко отдохнули и чтобы не обветривалось тесто. Шарики я разделила немножко поменьше размером. Теперь я беру растительное масло, обмакиваю пальцы и немножко промазываю стол. На столе буду сейчас раскатывать этот лавашек. Старайтесь раскатывать тоненько, немножко так вытягивая тесто. Разогреваю сковородку на самой высокой температуре. И сейчас будем переносить туда лавашек. Такой он получился. Тоненький. Сейчас буду раскатывать поменьше кружочки. Начинает браться уже у меня пузырьками. Но мне пузырьки эти не нужны в лаваше, поэтому я возьму сейчас и немножко проколю в некоторых местах, где образовались пузыри. Лопаткой или вилочкой можно это сделать. Переворачиваю на другую сторону и прокалываю лаваш. Прижимаю лаваш лопаткой, чтобы больше не надувались пузырьки. Лаваш пропекся. Я его переношу и взбрызну сейчас немножечко водичкой. А потом накрою. Для того, чтобы он был мягеньким. Накрою салфетками. Остальные лаваши я буду раскатывать на резиновом кружочке. Буду приблизительно придерживаться одинакового размера. Раскатываю лаваш от центра и буду стараться, чтобы лаваш получился тонким и везде одинакового размера и толщины. Вот такой вот он уже становится прозрачный. Ничего, что там дырочки появились. Для наполнения лаваша они не помешают. Ну, теперь переношу на сковородку. Поднимаю с поверхности коврика с помощью скалочки, а затем перекладываю на сковородочку. Разравниваю хорошо лаваш, расправляю все края. Пропекается лаваш очень быстро. Теперь переворачиваю на другую сторону лаваш. Готовый лаваш также переложу в стопочку и опрыскиваю водой. Вот такие у меня получились лавашики. Они не очень большие, потому как сковородка у меня маленького диаметра, 26. Очень хорошо выпекать лаваши на какой-то плоской поверхности, так как это делают уличные торговцы. Ну ничего. Теперь эти лаваши я сложу в полиэтиленовый пакет, для того, чтобы не отстаивались и немножко обмякли перед тем, как я буду их наполнять начинкой. А пока полежат в стороне.